В этом видео мы будем проводить последнюю подкормку озимого чеснока. Остался месяц до уборки. Все основные подкормки, все агротехнические действия, которые необходимо было с чесноком провести до этого времени, мы выполнили. Сегодня, по сути, последний штрих. Мы нарастили большую зеленую массу. Основная масса растений, все-таки она такого, природно-зеленого цвета, который характерен для растения чеснока при нормальном развитии. То есть в основном, за исключением вот этих вот кончиков, растения выглядят неплохо. И еще давайте обратим внимание на стебель у самой головки. Он достаточно толстый. Можете видеть, да, он не тонкий. Это свидетельствует о том, что все процессы, на которые мы рассчитывали, они проходили планомерно и нормально. И большая заслуга в этом, конечно же, проведенных нами подкормок. Друзья, вот после появления 10-го листа, можете посчитать, 8-й, 10-й лист, когда появляется, начинает формироваться головка. То есть все процедуры по наращиванию зеленой массы вот на сегодняшний день окончены. Никакого азота. Если и есть азот, то в самых небольших количествах. Почему азот уже нельзя? Да потому что если подкармливать в поздние сроки развития растения под названием чеснок азотом, мы рискуем подвергнуть его плохому хранению. Головки, накормленные азотом, за месяц или даже позже до уборки, они будут плохо храниться и будут пропадать просто. Поэтому, друзья, азота никакого, и, соответственно, в подкормке сегодняшней тоже азота у нас не будет. Давайте вырвем, просто для интереса. Я, честно говоря, не смотрел, не знаю, что здесь сформировалось, что здесь наросло. Вы первые будете, кто это увидит. Вот так вот весьма тяжеловато. Приходится подключать вторую руку. Вот так вот. Вот так выглядит головка чеснока за месяц до уборки. В принципе, я вижу, что формируются зубки. Уже видите характерную бугристость. Они еще сверху, конечно, держатся толстой такими общими чешуями. Еще нет разделения такого, но ничего страшного. Все эти процессы тоже, очевидно, протекают вполне нормально. Мощная корневая система. Размер тоже неплохой. Однако нужно сказать, что основной размер вот этой головки, он еще вот здесь, в этих листьях. Вот здесь ассимиляты, которые накоплены в результате процесса фотосинтеза, наращена зеленая масса. Мы же ее не просто так наращивали, мы ее наращивали с прицелом на то, что сейчас она будет отдавать. То, что мы ей давали, она увеличилась. Вот сейчас на завершающем этапе развития чеснока отдавать уже будет она. Отдавать с помощью калия, калийная подкормка, ассимиляты пойдут в головку, и головка будет укрупняться. Калий как нельзя лучше способствует оттоку органического вещества из листьев в любой орган. То есть, если так по-простому сказать, вот листья – это органы накопления. Они накапливали долго органическое вещество, и сейчас они должны вот это накопленное передать в органы потребления. Вот головка или плоды вот на помидорах, на огурцах – это органы потребления, где семена, орган размножения – это они сейчас должны это все потребить. Вот. Каким образом перегнать, я уже сказал, с помощью калия. Чем можно провести подкормку? Друзья, самый простой способ подкормки – это серно-кислый калий. По-другому называется сульфат калия. Многие не знают, что это одно и то же. Сульфат калия – это серно-кислый калий. Вот 20 грамм сернокислого калия на 10 литров воды и поливаем под корень. Можно провести подкормку монофосфатом калия. То же самое фосфорно-калийное удобрение, которое содержит большое количество калия, 34%. И вот за счет этой составляющей калийной будет прекрасно проходить отток, а листья будут постепенно желтеть. То есть будет по мере отдавания ассимилята на укрупнение головки желтеют листья. Этот процесс, он последний месяц будет наблюдаться на чесноке. Так вот, монофосфат калия 20 грамм на 10 литров воды тоже как нельзя лучше подойдет. Друзья, я буду подкармливать рост концентратом. Это калийный рост концентрат. Он так и называется налив плодов.
налив плодов, на нем прямо написано для этого. Формула у него такая: 5 азота, то есть мизерное количество азота, которое практически ни на что не повлияет, 10 фосфора и 15 калия. И плюс гумат калия. То есть гумат еще добавляет калия. Гумат калия. Большая часть калия, небольшая часть азота, которая ни на что не повлияет в плане ухудшения хранения головки в зимнее время и так далее. 25 мл на 10 литров воды. Давайте вместе эту подкормку проведем. Если такого нет, а я, кстати, ссылку оставлю внизу в описании под этим видео, именно на калийный рост-концентрат за счет взаимодействия минеральной составляющей и органической, он как нельзя лучше преобразовывает или как направляет вот эти все процессы, которых мы добиваемся от любых растений. То же самое во второй половине вегетации. Этим удобрением мы будем подкармливать и подкармливаем, в принципе, томаты для налива плодов. Калийная составляющая, как я и сказал, она способствует наливу плодов. Что произойдет с чесноком вот этим, если не провести такую подкормку? Да, в принципе, отток органического вещества из листьев будет происходить природным способом, но не полностью и не так эффективно. Поэтому, если вы не проведете подкормку калием, то все равно некоторый эффект, конечно же, будет. Головка еще будет укрупняться, это природным органическим путем. А вот эта подкормка призвана для того, чтобы помочь процессу. Последний месяц мы уменьшаем количество поливов чеснока. Проводим поливы не в том режиме, в котором мы их раньше проводили, а через один. То есть чуть-чуть как бы реже. А за 1-2 недели перед уборкой мы поливы практически вообще прекращаем. На этом все, собственно говоря. Подкармливайте и ждем часа уборки растений, когда уже придет время.